раз таки совещание, которое провел президент России Владимир Путин по развитию атомной промышленности в России. И главным докладчиком был Алексей Евгеньевич Лихачев, руководитель Росатома. Давай, наверное, с этого и начнем. Владимир Владимирович на совещании сразу отметил 5 пунктов, которые он просил Алексея Лихачева разобрать подробно. Давай пробежимся. Первое, значит, это технологическая готовность к проектированию и строительству АЭС как больших, так и малых. Это я вот буквально вкратце. Второе, важнейшая задача — обеспеченность атомных станций топливом. Третье, конкуренция в мировой атомной энергетике высокая, поэтому надо наладить широкое внедрение технологий российских по всему миру. Четвертое – это подготовка профессиональных кадров. И пятое – это финансовая модель развития отрасли. Вот на твой взгляд, насколько эти пункты сейчас отражают то, куда движется атомная ядерная отрасль России? Ну, давайте по порядку, нам торопиться не надо. Ни перед кем не отчитываемся, можно спокойно разобраться, что происходит. На мой взгляд, основное, что сейчас необходимо Росатому, это вывести производство всех комплектующих атомных электростанций на конвейерный уровень. Что он, собственно говоря, и добивается, и многое уже получается. И надеюсь, что и дальше, и больше, и лучше. Это помогает снижать себестоимость, а с учетом того, что стройки идут и в России, и за рубежом, это на самом деле достаточно важно. Чем дешевле это будет обходиться Росатому, тем дешевле это будет обходиться и нам с вами. Нам электроэнергию, которую на атомных электростанциях потреблять, соответственно, платить. А конвейерное производство, это, ну, как показывает мировая практика, минус 20-30% себестоимости. Это много. Вот, для начала просто. Экономическая модель, ну, действительно, вопрос очень сложный, связан он не только с самим Росатомом, но и с теми действиями, которые предпринимает многоуважаемое Министерство финансов, глубоко уважаемый Центральный банк и так далее, и так далее. То есть такая, наверное, тема для большой диссертации, чтобы разобраться в происходящем. Ну, начать можно, пожалуй, с самого простого, там, где безусловное лидерство Росатома не оспаривается вообще уже никем. Это строительство реакторов малой мощности. Их в общей сложности около 8 десятков проектов на планете в самых разных странах. Не реализован ни один, собственно говоря, кроме плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». И того проекта, который, видимо, пойдет первым, это 2 блока на площадке первой в Узбекистане атомной электростанции. Это первая в мире атомная электростанция комбинированного типа. В составе одной атомной электростанции 2 малых блока, 2 гигаваттных блока. А что касается реакторов Ритм-200, Ритм-200Н, наземная модификация, то здесь действительно, ну, кто угодно может рассказывать что угодно. Для наших ледоколов их уже 15 штук произведено, и 13 сейчас в работе. Это уже включая заказы для Узбекистана. Тут проавансировано, поэтому отступать некуда, надо работать на самом деле. И такой поток, ну, пока никому не снится, на самом деле. Все рассказывают, какие они малые, хорошие. Из Диево-Подольска их просто, по-моему, уже в 2 смены делает и делает без остановок. Что касается, мне кажется, остановиться внимательно на самой России. Все остальные, конечно, тоже страны весьма важны, но хотя бы попытаться понять, что происходит у нас дома. У нас есть генеральная схема размещения новых объектов генерации, утвержденная в декабре 2024 года. При этом, поскольку никакой дорожной карты к ней нет, приходится внимательно следить, кто из энергокомпаний, непосредственно заявленных в генеральной схеме, как реагирует. Понятно, что касается строительства традиционных электростанций, тепловых, газовых, угольных, ветра, солнечных, мы все это строим. Строится это на основании тендеров, которые организовывает Министерство энергетики. То есть здесь такой вот порядок, завещанный нам выдающимся энергетиком всех времен и народов Анатолием Борисовичем Чубайсом, по-прежнему работает. Ну, как работает? Отдельная история.
Росатом, разумеется, идет отдельно проводить тендер на строительство атомной электростанции между кем и кем? Между Росатомом и Росатомом. И это, на самом деле, одна из причин того, что удалось достичь Росатому. Я совершенно в этом убежден. Традиционная система управления атомным проектом, как она в 1945 году была заложена, так она и остается. Две государственных корпорации подчинены напрямую президенту Российской Федерации, Роскосмос и Росатом. Ровно то же самое было в 1945 году. Высшее руководство – это высший руководитель страны. Дальше имеется менеджер, большой, главный организатор всей работы. В 1945 году это был Лаврентий Павлович Берия, сейчас это генеральный директор Росатома Алексей Евгеньевич Лихачев. Если посмотреть внимательно на устав Росатома, высший исполнительный орган Росатома – генеральный директор. Генеральный директор назначается и снимается с должности отдельным указом президента. Вот здесь ничего не изменилось. Ну и точно так же, как мы далеко не сразу узнали имя и фамилию Игоря Васильевича Курчатова, по понятным причинам, это был, наверное, самый секретный академик Советского Союза. Точно так же, если я сейчас произнесу имя Олег Никандрович Шубин, вряд ли кто-то сразу вспомнит, кто это. А это руководитель ядерного оружейного комплекса. Вот этот триумвират с персональной ответственностью перед высшим руководством сохранился, результаты мы видим. Конечно, не такие красивые, замечательные, как у абсолютно рыночной, допустим, угольной отрасли, где нет ни одного неповоротливого государственного концерна, все исключительно частное, инициативное, эффективные частные собственники показывают прекрасные результаты, особенно на фоне полностью государственного Росатома. Я не иронизирую, я просто факты, а уж какая доктрина в экономике должна главенствовать, либеральная или несколько иная, ну, каждый может решать сам. Вот это совершенно точная персонализированная ответственность, мне кажется, есть причина тех результатов, которые мы видим. И дело, конечно, касается не только атомных станций малой мощности по реакторам поколения 3+, по реакторам поколения 4+, а теперь и по энергетическим комплексам поколения 4. Сравнивать Росатом пока не с кем, просто пока никто не подтянулся. И если мы смотрим на то, что заложено в генсхеме стараниями Министерства энергетики, там много загадок. О некоторых я хотел бы рассказать. В том числе одна из загадок, только в генеральной схеме я вижу аббревиатуру реактор РБН-1255. Реактор на быстрых нейтронах электрической мощностью 1255 мегаватт. Росатом знает, что есть реакторы на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, реакторы на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, но многоуважаемое Министерство энергетики, глубоко почитаемый системный оператор, этого вообще знать не хотят. Они хотят видеть 1255 мегаватт, для них это самое главное. Ну, можно и так. Хотя МАГАТЭ, хотя атомная индустрия планеты к разной аббревиатуре, к разным теплоносителям относится совершенно по-разному. Ну да ладно. В выступлении Владимира Владимировича прозвучало, что предстоит построить порядка 30 гигаватт атомной мощности, большие и малые реакторы. Но если внимательно посмотреть за планами работы Росатома, там есть еще и реакторы средней мощности. Понятно, что это уже такая отдельная деталь, но она действительно весьма важна. Да, действительно планируется вот к строительству порядка 30 гигаватт мощности в самых разных местах. Где-то больше половины это абсолютно новые электростанции, там, где их не было, там, где наращивается мощность отдельной площадки, и достаточно большое количество атомных энергоблоков замещения. Выводятся из эксплуатации реакторы большой мощности канальные 1000, на их место приходят новые. И для того, чтобы вот так не смахивать все в одну кучу, я бы все-таки предложил по порядочку разобраться. Страна у нас не очень большая, так что я думаю,
11 атомных электростанций на день сегодняшний, 29,8 гигаватт установленной мощности, до 1945 года предстоит ввести ровно столько же. То есть то, что строилось в советское время, в постсоветское время всем миром, всей страной, за 20 лет предлагается, собственно говоря, удвоить. Но это уже такие атомные пятилетки, если называть вещи своими именами, потому что в таком темпе не работали с советских времен, особенно если учитывать, что одновременно ведется строительство больше 20 блоков за рубежом. То есть Росатом вышел на производственную мощность, которую действительно не стыдно гордиться. То есть легендарный Минсредмаш, я думаю, тоже бы гордился, глядя на достижение того, что делает сейчас Росатом. Ну, давайте по России. Начнем, пожалуй, с Кольской атомной электростанции 2. Сейчас здесь работают 4 реактора ВВР-440, которые поэтапно необходимо выводить. При этом, если смотреть на генеральную схему, утвержденную нашим правительством, выглядит крайне замысловато. 4 блока по 440 мегаватт, 1760 мегаватт. В генеральной схеме 2 новых блока ВВР-600. Вот без комментариев. То есть в связи с растущим спросом, в связи с тем, что Кольский полуостров, Мурманская область, практически изолированы от единой энергосистемы, системный оператор Министерства энергетики считает, что мощность генерации атомной надо снизить. Причина мне неизвестна. Может быть, кто-то расскажет, но если верить генеральной схеме, то именно так. 1760 мегаватт Кольская атомная электростанция поэтапно выводится из эксплуатации, получаем на их месте 1200. Наверное, так надо, но слава богу, что не я один обратил на это внимание. 1 июля 2025 года Алексей Лихачев прямо сказал, что на Кольской атомной электростанции 2 решено строить 4 блока по 600 мегаватт. И это абсолютно логично. Спрос растет. Если вместо 1760 мегаватт будет 2400 мегаватт, это правильно. Так что я бы предложил в этом случае прислушиваться все-таки к мнению главы Росатома. При этом, видимо, внутриведомственная какая-то борьба нам невидимая продолжается. В марте 2026 года, то есть совсем недавно, Росэнергоатом заключил генподряд именно на 2 блока, номер 1 и номер 2. И в июле этого года, то есть в прошлом месяце, Ростехнадзор выдал лицензии на размещение блоков номер 1 и номер 2. То есть, соответственно, с дополнительными 2 блоками все будет в ближайшее время каким-то образом решено. Это те самые реакторы средней мощности. Напомню, что малая мощность по меркам МАГАТЭ это до 300 мегаватт. Но вот крупные, они обычно начинаются, хотя бы с 900 мегаватт. Здесь 600. Куда его зачислить? Предлагаю считать средней мощности. Это реакторы со спектральным управлением, со спектральным регулированием, если уж точнее. То есть это тоже реакторы поколения 3+, но про особенности конструкции, что такое спектральное регулирование, думаю, что не сегодня. Точно не сегодня. Это что касается Кольской. Это что касается Кольской, перемещаемся на юг, на Ленинградскую атомную электростанцию. Напомню, что в ее составе изначально было 4 реактора РБМК-1000. Первый остановлен в 2018 году, второй в 2020. Что касается оставшихся, блоки номер 3 и 4, продлена лицензия на эксплуатацию до 2030 года. Там же иногда в СМИ 2 разных названия. Есть Ленинградская атомная электростанция, та, в составе которой работали РБМК. И иногда пишут, что строится Ленинградская атомная электростанция, это уже с реакторами ВВР-1200. Если зайти на сайт Росэнергоатома, это просто Ленинградская атомная электростанция, номерование блоков по мере их строительства. Соответственно, 2 блока ВВР-1200 уже работают. Первый в 2018 году начал работу, то есть здесь очень аккуратно. Первый реактор РБМК остановлен в 2018 году, первый реактор ВВР-1200 работает с 2018 года. То есть такая в чистом виде станция замещения.
Второй блок РБМК остановили в 2020 году, второй блок с ВВР-1200 работает с 2021. То есть здесь все до предела аккуратно. И я думаю, что так же оно и будет продолжаться. Вот 30-й год обозначен, РБМК будут выведены из эксплуатации, в это время будут уже работать ВВР-1200. Итого у нас по Ленинградской атомной электростанции получается прибавка по мощности 4 раза по 200, 800 мегаватт. Ну, практически еще один атомный энергоблок возникает вот в результате арифметических действий. Далее очередная загадка генеральной схемы. Смоленская атомная электростанция. Сейчас в ее составе 3 блока РБМК-1000. Сроки эксплуатации 27 год, 34-35, то есть друг за другом будут выводиться. И на их месте с 35 по 42 год должны быть введены 2 блока ВВР «Оптим». Так написано в генеральной схеме. Не знаю, что это имеется в виду. Может быть, на выбор Росатома либо ВВР-1200, либо ВВР-ТОИ. Сказать сложно, но их в любом случае 2. Итого, на день сегодняшний установленная мощность Смоленской атомной электростанции 3000 мегаватт. По результатам реализации генеральной схемы будет 2400. То есть для объединенной энергосистемы центра атомная мощность будет снижена на 600 мегаватт. Сложно сказать, для чего это делается, но, видимо, так надо. Соответственно, когда нам рассказывают о том, что не хватает мощностей для строительства в центре России центров обработки данных, так запланировано. Так говорит генеральная схема, лишние киловатт-часы нам не требуются. Я надеюсь, что кто-то об этом задумается, для чего нам снижать атомную мощность в центре России. Там, где уже нельзя работать майнинговым компаниям, там, где действительно уже идут проблемы с имеющимися мощностями для новых судов, хотя, по-моему, Владимир Владимирович ежемесячно точно говорит о необходимости развития искусственного интеллекта. Тем не менее, генеральная схема выглядит вот так, комментировать я не буду. Надеюсь, что кто-нибудь да услышит. Курская атомная электростанция, здесь все до предела просто. Станция замещения. Курская АЭС-2 – это реакторы ВВР-ТОИ, их будет 4 штуки. Мощность каждого 1255 мегаватт, крупнейшая из атомных реакторов, строящихся Росатомом. Эксплуатация первого и второго блока прекращены в 2021-2024 году. Первый реактор ВВР-ТОИ, как известно, уже введен в строй. Идет активное строительство второго блока, начинается третьего блока. То есть к 1934 году замена будет осуществлена полностью. Будут выведены из эксплуатации все РБМК-1000, и на их месте, на той же площадке, будут работать ВВР-ТОИ. Так что здесь все в полном порядке. Двигаемся дальше на восток. Нововоронежская атомная электростанция. Здесь сейчас работают 4 блока. Один блок ВВР-440, один блок ВВР-1000 и 2 блока ВВР-1200. Вот старые блоки ВВР-440 и ВВР-1000 будут выводиться из эксплуатации. На их месте будет построен еще один ВВР-1200 либо ВВР-ТОИ. То есть в любом случае мощность немножечко снизится. Это центр России, здесь лишняя мощность никому не нужна, насколько я понимаю. Выводим ВВР-440, выводим ВВР-1000, то есть это минус 1400. На их место вводится ВВР-1200. Итого минус 200 мегаватт. Опять не буду комментировать, наверное, так надо. То есть потерять 600 мегаватт на площадке Смоленской атомной электростанции, потерять 200 мегаватт на площадке Нововоронежской АЭС, видимо, так надо. Теперь еще одна загадка. Я говорил, что их сегодня много будет. Южная атомная электростанция. 2 блока по 1200 мегаватт в 1937-1938 год, согласно генеральной схеме. Название звучит так. Южная атомная электростанция, запятая, Ростовская область, запятая, Краснодарский край. Точка. Вот. Но, может быть, где-то на границе.
Где ее будут строить, науке неизвестно. Росатом в январе 2025 года называл Ейск одной из 3 возможных площадок. Еще 2 площадки – это Волгодонск и район Новочеркасской ГРЭС. В 2026 году Новочеркасск был в начале года был заявлен как весьма серьезный кандидат, там мощнейший сетевой узел, подстанция, существующая инфраструктура выдачи мощности. Ну, следующий вариант – не строить отдельную южную атомную электростанцию, вместо нее построить 2 блока на Ростовской АЭС в Волгодонске. Вот. Я надеюсь, что со временем решат все-таки, где строить. Пока никто не хочет, но, видимо, опасаются. Атомная электростанция – штука опасная. Больше сказать ничего не могу. С одной стороны, если это строится для объединенной энергосистемы Юга, энергодефицитной, то дополнительные 2400 мегаватт решает множество проблем, тем более, что это не ветер и не солнце, зависящее от климата. Это высокий коэффициент использования установленной мощности, поскольку атомная генерация используется на протяжении всего года безо всякой оглядки на климат. Не надо накапливать воду в водохранилищах, не надо изучать розу ветров и прочие температуры, при которых инсталляция солнечных панелей будет максимально экономически выгодной. Ждем, когда здесь кто-то какие-то героические решения все-таки примет. Ну и теперь, подводя итоги, по станциям замещения предстоит построить 4 блока ВВР ТОИ на Курской атомной электростанции номер 2. Это 4800 мегаватт. На Ленинградской атомной электростанции будут введены еще 2 блока. Это еще 2400 мегаватт. На Смоленской атомной электростанции несколько загадочная ВВР «Оптим». Не знаю, что это. Либо ВВР ТОИ, либо ВВР 1200. Но в любом случае еще 2400 мегаватт. И Кольская атомная электростанция 2, я очень надеюсь, что все-таки остановится на 4 блоках ВВР 600. Тогда получим еще 2400 мегаватт. Ну и 1 блок для Нововоронежской атомной электростанции номер 2 и еще 1200 мегаватт. Итого новых блоков, вот забываем о том, что выводим, думаем только о том, что предстоит построить. 576 гигаватт, 12 756 мегаватт, простите, запятую пропустил. Ну вот на этом станция замещения заканчивается, дальше начинается абсолютно новое строительство, и нового строительства много. Южноуральская атомная электростанция, Челябинская область, поселок Митлино, звучит загадочно, расположено это между 2 населенными пунктами, названия которых, я думаю, в России слышали все. Озерск и Кыштым. Достаточно. Не надо комментировать, что такое Озерск. Это производственное объединение «Маяк». Это тот самый город, который тогда еще не был городом, где был построен первый уран-графитовый промышленный реактор для наработки оружейного плутония, для того, чтобы мы могли на равных разговаривать с демократами из Соединенных Штатов. Они были готовы демократизировать весь Советский Союз, и тогдашнее руководство нашей страны прекрасно понимало, что, не имея в руках ровно такого же оружия, демократизаторов остановить невозможно. Я думаю, что здесь все должно быть в полном порядке. Единственное, что не очень южноуральская, РБН, реактор быстрый натриевый, 1255 мегаватт мощности, это реактор 4-го поколения, это последовательное развитие той линейки, которую мы видим в составе Белоярской атомной электростанции. Реактор быстрый натриевый 600 мегаватт, реактор быстрый натриевый 800 мегаватт, и вот теперь уже РБН. Не знаю, потому что если говорить о планах по расширению мощностей Белоярской атомной электростанции, вот здесь все однозначно. В генеральной схеме написано РБН, БН 1200М, быстрый натриевый 1200, модернизированный проект. Первый проект, который был предложен разработчиками, научный совет Росатома попросил довести до ума. Были существенные недостатки по экономике, не по физике, а по экономике.
Там основной постулат со стороны научного совета: себестоимость электроэнергии на реакторах на быстрых нейтронах не должна превышать себестоимость электроэнергии на традиционных реакторах. Вот делайте все необходимое, чтобы потребитель не увидел какой-то разницы. Это сделано, и 2 таких блока должны появиться в составе Южноуральской атомной электростанции. Еще одна новинка. Почему новинка? Потому что есть в генсхеме Рефтинская атомная электростанция один блок РБН 1255 в 2041 году. Почему новинка? У нас нет атомных электростанций в составе одного блока. Логика абсолютно инженерная. Если у вас на одной площадке работает 2 блока, то на момент смены топлива или проведения планово-предупредительных ремонтов мощность площадки снизится на 50%. Второй блок в строю. В случае, если будет реализовано в таком виде, площадка просто отключается. Мы меняем топливо, диспетчеру отдельного диспетчерского управления Урала пусть думает, что хочет. Ну, может быть, опять же, так надо. На Белоярской атомной электростанции еще один реактор, тоже быстрый натриевый 1200. Итого, если на Урале у нас все будет реализовано, то к 1941-1942 году здесь появится 5010 мегаватт новой атомной генерации. Абсолютно новые. Ни замещения, ничего. Сдвигаемся в Сибирь. В Сибирь в своем выступлении Владимир Владимирович отдельно отметил. В генеральной схеме, цитирую, Сибирская атомная электростанция, Иркутская область. Никакой привязки к местности, вообще ничего нет. Предусмотрено 2 блока РБН, то есть это либо быстрый с натриевым теплоносителем, либо со свинцовым теплоносителем. В 1941 году первый, в 1942 году второй. Никакой площадки, никакого района, никакого населенного пункта, ничего не обозначено, никакой информации в открытых средствах массовой информации я не видел. Вот некая Сибирская атомная электростанция. Я бы предложил пока ее, к сожалению, называть Сибирской абстрактной атомной электростанцией. Куда как менее абстрактная это Северская атомная электростанция. Здесь помимо опытно-демонстрационного блока Брест-300 и его 300 мегаватт предстоит построить еще 2 блока 1255 мегаватт. Здесь совершенно точно свинцовый теплоноситель. То есть вот такую прибавку в своей энергетической базе получит Томская область. То есть, сколько это? 2800 мегаватт, более чем серьезно. Теперь то, что уже достаточно хорошо известно, это Приморская атомная электростанция в Приморском крае, разумеется. В генеральной схеме было указано размещение в городском округе Фокино. В апреле 2026 года правительство уточнило территориальное планирование, перенесло привязку будущей атомной электростанции в Уссурийский городской округ. Соответственно, там и будут строиться 2 реактора ВВР «Тысячные», поколение 3+, именно тысячные, проекта 428. Это тот проект, который был разработан для сейсмически опасных зон и реализован впервые на атомной электростанции Тяньвань в Китае. То есть, соответственно, к моменту проектирования и строительства опыт безаварийной работы измеряется уже десятками тысяч машинных часов. Вот за такую надежность, видимо, выбор и был сделан. В Приморье у нас действительно сейсмически активная зона, лучше перестраховаться. Хабаровская атомная электростанция. Здесь конкретики, с одной стороны, хватает. Солнечный район, село Эворон, 41-42 год. То есть, далеко не сразу. В Приморье первый блок должен начать работу в 1939 году, второй в 1940. И вслед за ней в Хабаровском крае 2 реактора ВВР-600, 1200 мегаватт. И в том случае, если все это будет реализовано, я надеюсь, что энергодефицит Преамурья, обычно говорят Дальнего Востока, но это неправильно. Это Преамурье, сюда относятся Амурская область, Приморский край, Хабаровский край и Еврейская автономная область.
Всего в ДФО у нас 11 федеральных округов, и я не думаю, что строительство Приморской атомной электростанции поможет решить проблему энергодефицита Магаданской области или, допустим, Чукотки. Так что здесь то, что удалось создать на закате советской власти, объединенная энергосистема Востока, получит очень серьезное укрепление. И опять же, за счет того, что экологически чисто, за счет того, что не зависит от погоды. Так что будем надеяться, что такое расширение географии состоится, и все будет достаточно серьезно.